Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередной стрим, очередной гость, очень узнаваемый, нами всеми любимый Александр Владимирович Аканихин, владелец и основатель компании «Акан», краски для моделизма. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ничего, что мы будем сегодня на «ты». Я думаю, что это будет очень хорошая идея. С гордостью считаю себя другом Александра. Александр, давайте, наверное, сразу же с вопросов. Что такое «Акан»? Раз, два, три. Как слышно меня, Александр? Так, ребята, у нас, по-моему, небольшие проблемы с качеством связи. Одну секунду. Так, друзья, проблемку вроде бы мы устранили. Еще раз, Аканихин Александр Владимирович собственной персоной. Прошу любить и жаловать. Добрый вечер, Саш. Добрый. Так, не знаю, услышали или нет мой вопрос. Вопрос традиционный. С чего все начиналось? Что такое «Акан»? Это вопрос, на который надо отвечать. Конечно. Хотя бы в двух словах рассказать, как все начиналось, как это происходит сейчас. В двух словах. «Акан» — это 4 буквы моей фамилии, поскольку я Аканихин. Вот. Собственно говоря, начиналось это все в далеком 97 году, когда я купил, скажем, профессиональное оборудование для того, чтобы покрасить колонну, и в ней были всякие разные пигментные пасты. А сам я к тому времени собирал модели. И я тогда решил сделать краску для моделей. Ну, вот с этого все и началось. Это было в сентябре, примерно числа 15, 16, 17, вот так вот. Ну, вот с тех пор я делаю краску для моделей. Колонна жива, она находится у того, кто ее заказывал. Вот. Человек известный, но в малых кругах, скажем так, в узких кругах. Вот. Ну, по большому счету,
Вот я с той поры и занимаюсь, я расширяю палитру, я делаю, создаю краску в разных сериях одинаковую. Вот. Ну, чтобы каждый человек мог найти для себя удобный вариант работы. Вот. Сейчас у меня почти, ну не то, что почти, она закончена давно уже, вторая серия. Вот. Сейчас я подчищаю там всякие шероховатости. Вот. И в скором времени, я надеюсь, что к лету она уже будет в продаже. Поскольку все для этого готово, ну вот, должно пройти какое-то небольшое время. Это будет аналог 7 серии, то есть водоразбавляемая, но она будет принципиально на другой основе, и она будет очень прочная. Она на самом деле будет ложиться и на керамику, и на стекло, и ногтем не сцарапываться. Я уже проводил на эту тему тесты, проверял. Ну, в общем-то, тоже это было по заказу там некоторых художников, которые расписывают фигурки, фарфоровые фигурки. Ну, по большому счету, надо им будет это или не надо, я не знаю, но, возможно, это найдет вопрос. Посмотрим, время покажет. Все дело в том, что когда я создавал краску, мне мало кто говорил, что давай, делай, она нужна. Все говорили, да куда ты лезешь, тут столько всяких иностранных красок, там и Хамбрл, и Ревел, и Тестерс. Ну вот куда ты прешь? Собственно говоря, ну, я не стал их слушать, поскольку я делал это, в общем-то, не столько для продаж, сколько для души. Ну, когда я делал 7 серию, мне тоже уже говорили те, кого я хорошо знал. Вот. А зачем? Ну, зачем? Не надо делать водную краску, есть хорошая 8 серия. Потом я стал делать 6 серию. Тоже мне говорили, а зачем? Ну, как бы не надо. Сделай там 5-6 цветов, там белый, красный, черный, синий, зеленый, и все будет хорошо. Я их никого не слушал, я делал то, что делал. И продолжаю делать то, что я делаю. Ну, по большому счету, я, можно сказать, не слушаю сильно моделистов в плане развития своей линейки. Вот такая вот коротенькая история. Александр, ну, наверное, уже Акан сложившаяся компания по производству товаров для моделизма. Я себя, опять же, с гордостью отношу к активному пользователю продукции Акан. Вот, мне лично очень нравится 6 серия. Вот, надеюсь, дальше все будет хорошо. У нас в чате уже достаточное количество людей передают приветы, здороваются. У нас тут и Тула, и Питер, и Москва. Все передают привет, желают доброго здоровья. Вопросов в чате пока нет, поэтому, наверное, вопрос от меня. Александр, а что служит базой, основой для разработки того или иного цвета, например, для какой-то конкретной техники? Ну, как бы Раэль в кустах. Я тут весь обложился всякими разными образцами, ну, которые так более-менее хотя бы под рукой. Вот, и готов их показать. Правда, на все уйдет очень много времени, ну, как бы я-то не тороплюсь, вот как люди. Значит, с первых шагов, когда я делал краску, я пользовался стандартом базы данных Дюпон. Там был British стандарт полностью, там был RAL, вот, и по большому счету у меня вот эти краски, они по оригинальным рецептам сделаны изначально. Значит, дальше люди стали мне приносить всякие разные образцы советской техники. Вот. И, собственно говоря, с этого и началось развитие той же серии СССР «Россия». Вот. Очень много мне приносили образцов, что-то я сам находил. Вот. И по большому счету вот так вот и создавалась эта линейка. Что-то мне присылали из-за границы. Есть у меня и такие варианты. Например, вот мне иранец, который живет в Швеции, присылал варианты краски на на иранские воздушные силы. Вот, и я по ним делал краску. Это определенным образом пользовался. И сейчас так потихонечку пользуется. Фин мне тоже присылал образцы, по которым я сделал финскую краску. Вот. Ну, это вот молодой человек, с которым я работаю, он у меня оптом берет. До этого еще, когда я ходил в клуб, был очень интересный, постарше меня, человек, который принес из финского музея кусочки от самолетов полотняные
по которым я тоже сделал краску, и она была... С ней вообще было забавно. То есть я ему сделал эту краску, он ее повез в Финляндию, приехал, там ее выкрасили, приложили к самолету, вот, и приняли вот эту выкраску за стандарт для реставрации. Ну, такой забавный случай. То есть у них есть самолет, но образцом для реставрации послужила моя краска. Ну, по большому счету, постепенно я обрастал образцами, они накапливались. Вот. Что-то шло в работу, что-то пока идет в ящик, потому что образцов у меня очень много, материалов много. Надо ли оно всем? Не знаю, потому что вот у меня, например, корабельные краски давно были. Вот, и я интересовался, а надо ли. Ну, мне люди подсказывали, а, в общем-то, нужны ли они, потому что, ну, кораблей уж не так много, тем более советских, российских. Но, однако, эта краска востребована, особенно после путешествия авианосца Кузнецов к далеким берегам Сирии. Саратовской области, как ее называют. Да. Вот. И, как-то ни странно, уже готовый набор стал пользоваться спросом. Кстати говоря, я особенно никогда не делаю краску под спрос, очень редко это бывает. Вот. Я, как правило, ее делаю, а потом уже получается, что через некоторое время она пользуется спросом, потому что выходит та или иная модель, ну и как бы люди с удовольствием ее покупают, потому что она готова, она вот есть. Вот. Некоторые предпочитают сами намешивать цвета, ну, как бы я им тут не помощник, потому что экранное изображение, оно не годится для смешивания краски, но, тем не менее, люди так делают. Это их право. Там очень много нюансов, по которым я это не делаю, потому что, ну, точно так же, как и по фотографиям, я цвета не подбираю. Только реальные фрагменты, только реальные стандарты, только оригинальные выкраски из опубликованных книг, которые, ну, можно подтвердить, что они, ну, настоящие. Вот, то есть там натуральные чипы, накрашенные всякими способами, вот, но при этом они не вызывают сомнений. По крайней мере, у меня это не вызывает сомнений. Вот, там были всякие разные дискуссии, правильные, неправильные. Присылают ребята с заводов образцы красок, образцы выкрасок. Ну, по-всякому. По-всякому. Меня не интересует химический состав этих красок, меня интересует цвет. Точно так же, как в стандарте FS, Federal стандарт американский, там написано, что цвета вееря не предназначены для анализа, для химического анализа. Они предназначены для понимания цвета. Ну, собственно говоря, они для этого-то и существуют. И каталоги RAL, и FS, и British стандарты, советские образцы эталонов цвета. Вот. Ну, собственно говоря, так вот коротко, если то вот так. Александр, наверное, далеко от темы не отходя, как раз у нас появилось несколько похожих вопросов в чате. Если не против, их зачитаю. Так, да, Ухта с нами, передает привет Вадим Владимирович. Александр, пользуюсь вашей краской более 20 лет, и только ей спасибо, присоединяюсь. Так, Геннадий Мишин спрашивает, сколько срок годности краски, разбавлять можно ли ее водкой? Наверное, с вашего позволения сам отвечу. Некоторую, может быть, можно, но лучше водкой разбавлять желудочный сок. Вот. А краску Акана разбавлять оригинальным растворителем. Так, да. Я говорю, что водку лучше внутрь и выдохом обезжиривать поверхность модели. Сергей К. спрашивает, почему 6-я серия после аэрографа не дает подкрасить себя? Вот, понимаю, о чем речь. Это как раз Сергей имеет в виду то, что когда на слой краски, нанесенный аэрографом, на подготовленную поверхность, он еще кистью пытается нанести какой-то еще один слой следующий и, естественно, подложку снимает. Ну, здесь Сергей тоже, наверное, сам отвечу. Может быть, меня Александр дополнит. Сам пользуюсь 6-й серией. Никогда не подкрашиваю. Если только надо что-то подкрашивать, уже поверх лака сверху. Вот, может быть, Александр, еще что-то посоветуете? Заниматься ли вообще такими вещами? Очень простое. 6-я серия – это, по большому счету, акриловый аналог нитры. То есть, ну, она высыхает, но она не полимеризуется никогда. Ее можно брать в руки, можно с ней всякие чудеса творить, но если на нее капнуть растворителем, ну, он ее съест. Вот лучше в этом случае 8-я серия, но с отвердителем.
Вот, потому что если она отверждена, краска полимеризовалась, и она, по сути, становится, ну, ближайший аналог, вот автомобильная краска. То есть, ну, вот, мало чего боится. Шестая серия все-таки предназначена для дальнейшей защиты ее, ну, допустим, лаком, как вариант. Отвержденным лаком лучше всего. И после этого она будет, у нее хороший декоративный вид, и можно смело на ней там издеваться, всякие делать новомодные. Эффекты. Да. Вот. Ну, по большому счету, так вот. Александр, Маргарита Михайлова, это наш один из топовейших мастеров, живописцев по миниатюре, спрашивает, для фигуры в металле и смоле под кисть планируется линейка или она уже есть? На что да, стоит я же вот рассказывал, что, ну, во-первых, у меня есть в 7 серии 78 там цвета, 78 и дальше вот там по списку. Вот. Там у меня всякие анимешные цвета и прочие всякие стандартные разные цвета. Но там была критика по поводу того, как она держится на, допустим, на том же фарфоре. Вот. Поэтому сейчас я вот думаю, что через, ну, там, может, пару-тройку недель по загруженности я выпущу в продажу. То есть она у меня уже есть, она лежит у меня в интернете, но она скрыта. Вот. Я выпущу в продажу 2 серию. Она тоже на водной основе, но она очень хорошо держится на поверхности. Пока там будет ограниченное количество цветов, то есть там будут простых цветов 25, металликов там порядка 20. Ну, и будут варианты. Матовый, глянцевый вариант цвета. И в металлике то же самое. То есть матовый и глянцевый. Глянцевый, конечно, выглядит выигрышней. Вот чисто визуально, то, что вот я фотографии делал. Вот. Матовый, конечно, смотрится в металлике грустно, но все зависит от задачи. Потому что в некоторых случаях нужно сделать какую-то маленькую фигурку, сразу, допустим, матовую. Ну, как вариант. Задачи-то разные бывают, поэтому я делаю 2 варианта. То есть во 2 серии будут те же самые краски глянцевые, и матовые и глянцевые. Вот такая история. Так, у нас зритель с никнеймом MusingTab, если я правильно его прочел, задает вопросы и отвечает на него сам же. Зачитаю. Александр, спасибо за продукцию. У меня только одна претензия – качество флаконов. Особенно крышечек трескаются. Планируете ли вы их изменить? И сразу ответ. Вижу, сейчас появились металлические крышки. Это хорошо, спасибо. Да, кстати, тоже уже видел металлические крышки, пользовался, очень классно. Вот, кстати, сразу скажу, если вдруг это металлическая жестяная крышечка, вы не протерли ее перед закрытием, и она прилипла на краску, поверните тюбик, капните в щель между крышкой и тюбиком какой-нибудь растворитель, пару минут, и она легко откручивается. Чтобы... Да, все так. Говоря, чтобы избежать проблемы с плохим отворачиванием, лучше после окончания работы протереть горловину салфеткой, и лучше ее немножко смочить растворителем. Вот. Ну, просто чтобы резьба чистая была, тогда не будет прилипания. Это, ну, такое правило, конечно, не все его будут соблюдать, но вот если прилипло, то вот Михаил правильно подсказал. Значит, по поводу этих дурацких крышек, которыми я работал достаточно долгое время, покупал. Это австрийские крышки. Вот. У меня, как у тех дипломатов, хочется только мать-перемать говорить, и все. Потому что сначала они были нормальные, потом, а покупаю я их по много. Вот. Потом я их купил, и они стали трескаться. Вот все то же самое, та же химия, все абсолютно те же руки. А они стали трескаться, причем не сразу. Вот. И я досылал и в Штаты, и в Европу всякие разные пробки, вот эти металлические, потому что, ну, другой альтернативы нет. Я вообще от тех отказался по одной простой причине. Я написал претензию по поводу крышек. Они говорят, нет, у нас все хорошо, у нас все как было, так и осталось. Я им фотографии высылаю, мне их просто море этих крышек, я их выбрасываю. Выкручиваю, выбрасываю. Нет, говорит, это у вас что-то не то. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Тогда вы ищите другого покупателя, и я от вас ушел. Вот. Я не думаю, что они из-за этого сильно расстроились. Вот. Ну, по большому счету, вот, ну, как бы не моя беда, но, тем не менее, я исправляю ситуацию. Когда мне присылают письма и говорят, вот там, надо поменять, без проблем. Я отсылаю пробки. И если это оптовые клиенты, розничные, неважно, все
Так, алло, дорогие наши зрители. По-моему, у нас очередная проблемка со связью. Включаю ненадолго заставочку. Как только Александр появится в сети, сразу же продолжим стрим. Не разбегайтесь. Так, друзья, мы снова здесь. Александр к нам вернулся, ох уж этот интернет. Вот, но придется с этим мириться. Я думаю, никто не против, все на месте, никто не разбежался. Александр, продолжаем. Так, сейчас, кстати, вернусь к чату. Буквально хотел зачитать одно сообщение. Среди зрителей у нас сейчас Юрий Богачик. Привет всем, Александру привет от Романыча. Привет. Так, что у нас тут еще? Спрашивают, на МиГ-29 СМТ 14-го истребительного авиаполка планируется ли краска 6-й серии? Тут уж сразу же уточню, а Александр вообще в курсе, какого цвета 29-й СМТ в этом ИАПе? Я думаю... что-то как... Я живем-то это далека только видел, и то на авиапараде, вот, на МАКС. Тут уж я, наверное, от себя посоветую, так, как зовут у нас, да, Вадим Владимирович, посоветую приехать на Борисовские пруды, и вы точно там что-нибудь себе найдете, дядя Саша. Нет, вообще вопрос я всегда ставил несколько в другом ракурсе. Если у меня в моей палитре этого цвета нет, постарайтесь найти оригинальный цвет от этих самолетов, привезите кусочки, я сделаю обязательно этот как бы цвет. Это не вопрос. Ну, вопрос только, насколько быстро я его сделаю, но я всегда стараюсь не затягивать. А по поводу, какие могут быть фрагменты, ну, любые. Сейчас вот я покажу, у меня тут недалеко есть. Опять же, в часах нет, не приносили вот такие вот гаечки. Сейчас я вас вот одну секунду, Александр, сделаю немножко побольше ваше изображение. Сейчас буквально одну секунду. Да. Сейчас я себя уменьшу по понятным причинам. Так. Вот так. Готово. Все видят. Ну, собственно говоря, вот даже таких небольших вполне хватает для того, чтобы сделать достаточно точную краску. Конечно, если образцы будут побольше, можно уже будет прибором определять цвет, потому что вот на таких фрагментах прибор не определяет, потому что крестовина от инструмента, который в центре находится, эти гаечки, она не дает возможность правильно определить цвет. Потому что там есть другая глубина, там есть черный фон. Но работать с этими кусками можно, я долгое время с ними работал. Как бы не одна и не две таких, вот у меня их много в коллекции. Кстати говоря, если зайти на сайт, shop.akan.ru, потому что другой сейчас не работает, то там, вообще говоря, вот этих гаечек-то, я их фотографировал на белом фоне, и как бы они там видны. Вот не так, как здесь, а там, наверное, покрупнее видны, может быть, не совсем покрупнее, вот такие вот. Александр, я так понимаю, и, может быть, меня поправите, это элементы крепежа, винты в данном случае от обшивки самолетов каких-то.
да? Да, да, это натуральное. То есть они крашены, естественно, в цвет самолета. Вот. На что я сразу припомнил этот классический рассказ. Да, мы, говорит, завсегда от рельсов гайки-то откручиваем, на грузила их используем. Вот. Человек, который мне принес, я говорю, слушай, ну, на самом деле, ты хоть вместо них, ты чего, скручиваешь? Ну, конечно. Прямо съели с языка следующий вопрос. Я хотел как раз уточнить, ничем плохим не закончилось изъятие образцов. Все хорошо, все живы, все здоровы. Вот. Ну, вот у меня в этом же пакете там вот, ну, это вот 711-й борт, который вот упал, он был в единственном экземпляре. Вот, разбился, ну, вот у меня эти кусочки есть. И это тоже вот от него же, светленький. Вот. Вот. Yeah. Ну, это низ, а это вот, камуфляжный верх. Вот. Это вот напилили мне кусочков от МиГ-23 МЛД, бортовой номер 02. Вот. Там даже так вот указали. Вот. Ну, как бы 0,2 и 0,2, ну и хорошо. Вот. Нет, на самом деле, по барабану, там 0,2, 0,03, но, то есть, или милиция, или пожарная, я так шучу. Вот. Ну, на самом деле, чтобы было понимание, вот, ну, работа, ну, здесь, да. Так, а здесь у меня, а это у меня Су-30 МКК. Вот, такие вот тоже штучки-дрючки. Это вот отсюда вот и получается краска. То есть, ну, вот, появляются вот такие кусочки, вот, разные. Вот, и потом бабах, я по ним делаю краску. Причем еще раз, меня не интересует, есть там модель, нету модели. Появился хороший вариант вот, с железом. Я обязательно его делаю. Обязательно делаю, потому что как-то не смешно, потом находится модель, или кто-то ее начинает делать, а у меня все готово. Вот, и, собственно говоря, вот если продолжать, вот у меня есть кусочки полотна, вот, старые, древние, бог знает, с каких там, с наших самолетов, вот, ну, такое вот живое полотно. Вот эта обшивка, скорее всего, с биплана, я не силен, вот, ну, как бы, ну, вот есть он. Вот. Потом у меня еще даже есть вот чудо мне принес кто-то, один из наших любителей. Это все происходило в старые добрые времена, в клуб приносили всякие, ну и где открывается этот пакет. Вот, что это такое? Это кусок от американской и шинели, и одеяло у них все это одно и то же. Вот. У меня тоже этот цвет есть в каталоге. 82-055, по-моему, так, если я сейчас не ошибаюсь сильно. Вот. А вот это вот цвета Северного флота на Як-38. Ну, то есть тут вот два цвета. Вот. Они не сильно контрастные, но они есть. Вот. А здесь вот много чего написано. Вот. Но я это показывать не буду. Вдруг какой-то секрет. А зачем мне этот секрет? Просто там есть анодированная грунтовка. Ну, вот, собственно говоря, она в этом-то и интересна. Вот. А так, там, собственно говоря, что-то написано, это все ерунда. Для меня, по крайней мере. Вот кусок от вертолета. Ми-24. Такой вот он большой. Вот. Большой-пребольшой. Вот. Это вот от поршневого самолета патрубок. Это, наверное, как раз в плане металликов, вот эти горелое железо, да, пережженное. Да. Тут 623, 622, 612, 621 и ну, на кончике у нас сейчас золотистый, а внутри копоть. 914 цвет, который я делал в свое время. Вот. Можно, конечно, было залезть в трубу и делать, ну, как бы я насколько смог сделал. Вот это вот от Зила 157-го. Он отличается от современных. То есть он не совсем такой же самый. Вот. А здесь вот надпись такая вот страшная. Противопожарный баллон. А здесь вот Обалдеть. это Ан-12. Вот. Ну, цвет вот такой вот стандартный, как его называют, шаровый. А вот примерно
то же самое. Вот. Только это вот, хоп, и вот этот вот красный, который ты у меня вот брал не так давно. Да, сейчас дотянусь до банки, не поленюсь. Я должен. Вот покажи, да. Вот, Люди должны знать. вот она, да. Меня как бы маленькая картинка сейчас сняла. Вот она, 6-я серия, красный выцветший 63058. Ну, он выцветший в том плане, что он не заводской, он не новый, он, ну, эксплуатация у него была, насколько он изменился в цвете. Я думаю, что не сильно, потому что это внутренний. Да. Но не могу его назвать новый, потому что, ну, самолет-то уж, слава тебе Господи, он долетал весь тут, бог знает в чем, вот, и называть его новым у меня язык не поворачивается. Поэтому вот интерьер этих самых наших сушечек. Вот. Тут вот всякие тоже кусочки. Вот. Ну, здесь вот. Вот тоже от вертолетика. От вертолетика. От Ми-8. Ой, 24-го. Вот он, серый цвет его. Это вот был голубенький, вот серенький. Так, и где-то еще болтается зелененький. Болтается, попадется и хрен с ним. О, кусочек резины. Это от трака. Это вот старая резина, то, что у меня был вот прообраз. Это бандажи от траков, да? Да. Так, сейчас. Где-то у меня еще тут был интересный фрагмент. Так, что-то упало, надеюсь, что ничего страшного не включилось. Друзья мои, пока Александр занимается поисками в этой огромной коллекции, один вопрос ко всем к вам. Напишите в чате, кто что думает. Кто еще из производителей модельных красок может похвалиться такими образцами, которые использовались при подборе аутентичных цветов? В чат, пожалуйста, информацию. Ну и пока зачитаю чатик. Меня слышно хорошо сейчас, Александр? Я-то вообще отлично все слышу. Так, ну у нас здесь уже в чате идут баталии, как раз народ пытается... Это вот у меня упал очень древний образец А18, А19. Вот один из них грохнулся на землю. Что-то не знаю, куда он запрыгал сегодня. Такая же история была с таблетками, которые я пью. Регулярно падают, кошка радостная бежит за ними. Хрен ее знает, что не бывает. Так, это вот от МиГ-25. Вот, тоже кусочек. Ой, так, ну, вот это у нас теплоэлемент от Як-38. Ну, фляжка. Вот такая вот, она пропыльная, но понятно. Вот, это тоже вот чугунина, еще та. Сейчас. Тяжелая, ну вот хрен ее знает, она из чего сделана, ну по весу так с полкило, а то и больше. Вот эта вот табличка вообще замечательная. 10 МК. Вот такая вот. Обалдеть. Чуть ли не перламутр. Вот. Ужас какой-то. Чего с ними, с этими табличками они делают, не знаю. Но красивая. Вот. Такая. Вот. Такая вот. Это я сейчас... ну это от танчика скручено. Не мной. Кстати, я такими вещами не занимаюсь. Это мне приносили в достаточно большом объеме в клуб. Ну, какие-то танкисты, не знаю, откуда они их брали. Вот. Но здесь вот оригинальный цвет. Габаритный огонь, по нему, наверное, как раз лаки подбирались, да? Нет, лаки я вообще не так подбирал. По нему я цвет там подбирал, хотя у меня еще есть другие образцы. Так, вот кусочек. Так, ладно. И вот цвет, по которому я делал АЭ-9. Вот. И статью я там писал. Ну, сейчас сайт грохнутый. Прицел. Это прицел. Это да, это прицел, ну, учебный. Вот. Вопрос только в том, что цвет такой же, как АЭ-9. Просто он, ну, как бы сейчас называется как-то по-другому. Вот в данном случае. Но меня же цвет интересует. А цвет вот такой. Сейчас я... У меня еще была железка приготовлена.
Так, я пока еще пробегусь по чату. Юрий Богатчик пишет, с самого начала пользовался Аканом 7 серии. Потом помаленьку стал прикупать 6-ю, ну а теперь у меня есть свой кабинет, еще 6-я серия. Вовсю применяется. Полностью согласен, 6-я серия рулит. Так, еще у нас тут подтянулись топчики. Дмитрий Сурнин. Добрый вечер, Дмитрий. Пишет, добрый вечер. Лет 10 уже пользуюсь Аканом 7 серии. 7-ку еще ни разу не пробовал. Надеюсь, придется. Так. Все, нашел. Хоть и не то, что искал, но нашел. То есть искал один кусок, нашел другой. Это вот интерьер кабины. Вот он, изумрудный, выцветший. Это вот, ну, понятно, откуда он, да? А вот это вот прозрачный серый с Мигаря. МиГ-29. Так, да, это тоже интерьер, да? Видно. Нет, это двигатель радиопрозрачный нос. А, все, понял. Вот, это нос. Ну вот, поскольку я работаю сейчас, арендую на заводе радиоэлектронной аппаратуры, вот, тут вот таких вот обтекателей серых доволя. Ну вот радиопрозрачные, вот они. То есть внутри он зеленый, традиционный радиопрозрачный цвет, а здесь он сверху, вот этот обтекатель, он серый. Вот такая еще хрень есть, тоже серая. Надо мне будет, вот. Кстати, Александр, перебью, извините, надо мне обязательно будет приобрести баночку вот такого серого цвета, а то я, по-моему, Мрию сделал сильно темный. Как раз. Ну, в общем, вот такой вот есть. И еще один обтекатель, вот он белый. Это вот как раз радиопрозрачный белый, вот то, что здесь, а внутри он зеленый. Это, наверное, с вооружения, да, уже обтекатель? Ну, да я думаю, да, с ракеты какой-нибудь. Вот эта штука на ногу упадет, пипец ноге будет. Он тяжелый вообще на самом деле. Вот. Ну, то есть под стрелой не стоять. Вот это вот интересный образец, который у меня... Ух ты. Сезам, откройся. Не открывается. Так, сейчас. Откройся. Вот. Это заглушка на тучу. Ну, да. Вот, то есть вот здесь вот резина тоже старая, с которой я работал. А вот это кусочки, это желтый камуфляжный натан. Это то, что у меня был цвет 357, ну то есть 83-057. Вот, вот с этого кусочка я как раз и брал образцы. Интересно, на самом деле. Да, сейчас. Это вот я показывал. Да, это показывал. А вот это вот мне принесли с КБ Миля. Это на этот самый... Не на Ми-28. Не, К-52. 52. Вот. Это не Миль это другие. К-52 это Камов. Камов, да. Вот, К-52. О, принесли прямо такой здоровый кусок. Аллигатор. Ну да. Был аллигатор. Сейчас они его по-другому называют. Александр, у нас вопрос интересный в чате. Перебью. Дмитрий Сурнин спрашивает, с чем связан переход с объема баночек 15 мл на 10? Смешной вопрос, сейчас объясню. Значит, изначально я фасовал краску, флаконы были и 10, и 15. Выпускали их на старой древней пресс-форме. Они были кривые, косые. Я потом от них отказался, сделал свою пресс-форму для этих флаконов. И таким образом появились флаконы Акан-10, ну, этого производителя, они так назывались, и Акан-15. Но все дело в том, что 2 года подряд, под Новый год, они не печатали эти пятнашки, и я провисал на 1,5-2 месяца. Вот, первый год я материал стерпел, второй год я перетерпел и отказался от них полностью. То есть я перешел на десятки, потому что с десятками была более стабильная ситуация. Так, Но вся грусть-то в том, что они говорят, что и десятки-то они скоро перестанут печатать. Вот, ну, не знаю, выйду как-то из положения, найду кого-нибудь, кто будет их делать. Вот. Потому что у меня все чертежи на пресс-форме есть. Я их заказывал в 2007 году. Вот. И, собственно говоря, по моим чертежам это делали. Вот. Ну, посмотрим. Я так сильно далеко не хочу загадывать вперед.
Вот, ну, будет видно. Вот. А под эти же козырьки я разрабатывал и блистерную упаковку, потому что до меня не делали тематических наборов никто. Делали подарочные наборы, то есть, ну, в бокс укладывали там какие-то непонятные варианты цветов, вот, и продавали это все оптом вместе с пластиком. То есть это была не отдельная продажа краски, это была продажа комплекта. Кисть, краски, клей и модель. Потому что в некоторых местах там было, ну, как по-другому невозможно было. Там какой-нибудь сельхозмаг, там маленький, вот, покупают модель, а краски нет. Ну, и кому она нафиг нужна. А в ближайшем хозмаге там продаются там 3- или 4-литровые банки с краской. Ну, в лучшем случае литровые. Там разного заборного цвета. Подходят они под эту модель, не подходят. Вообще об этом даже не шел разговор. Поэтому я сделал сразу тематические наборы. То есть я в них клал краски целевым образом, идущие для какой-то конкретной модели. Ну, такая вот история. Сам неоднократно пользовался этими наборами. Вот как раз коалицию красил, брал оскольчатый камуфляж 6-й Акан обычно. Потом у нас Аэрофлот, у меня наборчик есть тоже тематический. Ну, сейчас мы к нему придем. Это Юнкерс 87-й, который завалили. Ну, то есть это вот реальные цвета RLM 771 и здесь RLM 02. Александр, на секунду перебью, зачитаю чат, как раз очень в тему. Музентап пишет: не удивлюсь, если Александр достанет сейчас плинтус из янтарной комнаты. Я, наверное, уже тоже не удивлюсь. Я работаю над этим вопросом, но янтарная комната не в моем интересе. Нет, если вопрос все-таки будет доработан до конца, то, наверное, Тара станет вообще красочной, интерактивной для красок. Вот от ТБ-3. Так, как вот так вот, наверное, будет получше видно. Вот. Ну, собственно говоря, здесь довоенный защитный цвет. Тут их два. Тот, который был защитный, который 3Б. Ну, следующий после защитного был 3Б, потом 4Б. Вот. А с этой стороны опять тот же самый вариант, который я в статье упоминал. Я просто долгое время не мог понять, что за цвет. Это АЭ-9. Он использовался для внутренних поверхностей на самолетах. Вот. Ну, потом он стал использоваться для других целей. Ну, это лимонный грунт, это тест-пластина заводская. Там надписи всякие разные. Это S7, по-моему, да? Или это грунт? Нет, это грунт А40. S7 это вот это вот. S7 тоже есть. Обалдеть. Есть, да. Это тоже мне авиатехник принес кусок обшивки. Причем вот тоже кусок очень интересный. Он чем интересный? Ну, я думаю, ну, самолет и самолет. Ну, там железка и железка. Во-первых, это не железка, а пластик. Вот. Она очень прочная. И когда ее вырезаешь, она сразу выгибается в другую сторону. То есть ее, когда ставят, она вот, ну, изгибается по профилю. Вот. Здесь толщина, ну, наверное, миллиметр, может, даже миллиметра нет, но она очень крепкая. Вот так же, как, кстати, вот я от Юнкерса показывал, там алюминий вот этот вот. Он очень тоненький, но поди его согни, вот он очень крепкий на самом деле. Дюраль. Вот. Дюраль, да, ну, очень крепкий. Вот. Это вот, так, сейчас, это вот, наверное, из интересного, это вот лопатка реактивного, это самое, Сокол от Су-30 МКИ, который в Ле Бурже упал. Вот, я делал металлики по этой пластинке для Сокола. Вот, и, ну, как бы эта фотография, вот она есть там у меня же в интернете, в магазине. Вот, ну, здесь вот она живьем. То есть, ну, вот так это выглядит. Обалдеть. Так, Александр, хорошо, давайте продолжим. Это от того же самолета кусочки. Это вот один цвет, потом вот это вот второй цвет, голубенький, и где-то тут еще поднялся. Вот и третий цвет. Вот, это все от него. Это все три цвета от упавшего самолета, который для Бурже грохнулся.
собственно говоря, вот, воссоздаю, что могу. То есть история как бы не совсем утратилась, а вот у меня что-то в кусках есть тут еще кусков Нет, этих. подход так сказать, к разработке просто шикарен, наверное, оспорить его просто невозможно. Опа, опа, Это русский витязь, который Витязь. Ну, Это который упал недалеко под Королем, там, да. где Пушкин. Да. С этим вообще была интересная история. У меня сын ездил за, возвращался и попал в дикую пробку. Он мне звонит, говорит: пап, тут вообще все колом стоит. А потом выяснилось, что вот как раз там 2 витязя упали, один погиб, к сожалению, Игорь. Ткаченко. Ткаченко. Да, Царство Небесное. Это командир был как раз русских витязей. Да, и, кстати говоря, я его так-то знал, и в клубе трепались, но я как-то особенно его не связывал с русскими витязями, что он командир. А потом, когда уже вот начали обсуждать, я вспомнил, думаю, господи, да я же его много раз видел, общались с ним. Собственно говоря, вот при жизни я его просто знал, а вот после гибели я узнал, что это вот командир. Вот. Ну, там еще славные ребята. Такие вот гильзы, которые я использовал для цвета гильз. Вот, натурально. Стрелянные тоже приносили. Вот. С ними я занимался. Так, Потом... Александр, извините, перебью, есть вопросики у нас, как бы, чтобы немножко поговорить со зрителями. Вот, довольно интересный вопрос. Александр, добрый вечер. Я на секундочку пойду руки помою, а то у меня все грязные стали от этого. Да, уважаемые зрители, прервемся на пару минут буквально. Вот, все готово. Мы на месте. Да, я вот он. Какие вопросы? Готов отвечать. Так, Серхио Толедо. Александр, добрый вечер. Есть ли схема окраски техники с вашими красками? Не разрабатывались? Ну, наверное, наземной техники, бронетехники, наверное, это имеется в виду. Ну как же, у меня же есть там и наборы есть целевые. Современные. Нет, в смысле, сама схема окраски. Если я не ошибаюсь, по-моему, даже на наборах на тематических на обратной стороне эта схема была расположена. Да, конечно. С лицевой стороны. Детально это уже вопрос к художникам, но тем не менее на нее можно положиться, потому что на заводах, насколько я понимаю, красили по лекалам, трафаретом, вот, и по большому счету они почти одинаковые. Вот, там для каждого разрабатывался, допустим, свой рисунок, но на однотипной технике они примерно одинаковые. Так же, как и на самолетах, кстати. И во время войны то же самое было. Александр, еще один вопрос из чата. Олега Белый спрашивает. Добрый вечер, подскажите, а есть ли набор тематический именно для мсты или общий? Ну, конечно, есть. Причем их там, по-моему, несколько. И есть оскольчатый камуфляж трехцветный, так называемый УВЗ парадный, или как он у них там? 340, 341, 342. Да. 3 варианта. Все есть. Так, еще у нас тут вопросики. Так, вот, довольно-таки узконаправленный вопрос, который только Александр сможет нам пояснить. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про возможность использования 8 серии с утвердителем. Вот в чем нюанс? Потому что, если я не ошибаюсь, я не помню ни одного производителя, у которых так называемая двухкомпонентная краска есть. Ну, вообще она всегда выпускалась как однокомпонентная. Но я всегда говорил, опять же, людям вот при встрече там в клубе пояснял, что если вы хотите получить химически прочную поверхность, добавляйте, там на каждой этикетке написано, сколько добавлять. Вот, значит, добавляете туда по капелькам отвердитель,
и у вас будет времени примерно минут 15-20, 25, в зависимости от температуры, время использования этой краски. То есть нужно все подготовить, загрунтовать, и потом уже наливать отвердитель. Иначе она полимеризуется в посуде или в аэрографе. Ей все равно. То есть она как бы запускается процесс, и его невозможно остановить. И нельзя в старую краску перемешивать, добавлять свежую. Вот, это плохо. Нельзя ее уже разбавлять. То есть вот если проходит какое-то время, вот, если она загустевает, разбавлять ее плохо. То есть, эксперимент вы можете делать, но вообще вот, по технологии этого делать нельзя. То есть, если краска загустела, ее в ведро. Вот, или там куда-то в тару. Вот. Потому что там начался химический процесс. Даже если плотно закрыть баночку разведенную, то все равно она полимеризуется и будет там холодеть какое-то время. Вот. А так, вообще говоря, у меня ее покупали аж вот для 2,5 метровых моделей, которые участвовали, с моторчиком, летают. Вот. И, собственно говоря, для боев там всякие ленточки привязывают к ним, вот, хвосты там рубят. Кто больше нарубит, тот и победил. То есть это пользовалось спросом определенным. У них конкретная задача. Или вот, допустим, там танки, когда ездят, в них там чего-то заливают, это радиоконтроль. У меня, кстати, ребята оставляли, когда я в школе работал, меня оставляли танк, вот, и там детвора вокруг, когда у меня были занятия, я этот танк выгонял на улицу, и вокруг школы, давай, там носились, кто на велосипеде, кто бегом, вот, вообще классные, конечно, модели были, они крупные, вот, они, по-моему, 8 там, или 9, или 10, вообще какие-то крупные, или 6 масштаба, здоровые танки, у меня где-то даже видео было. Вот, как детвора там грибой носится. Причем он самостоятельно забирался на лестницу, потому что не на первый этаж, там нужно было подняться по нескольким ступенькам. Вот, я туда клал доски, чтобы они не скользили по ступенькам. Ступеньки бетонные. Вот. По доскам прекрасно залезает. По ступенькам скользит и как черепаха там на спине. Вот. Там причем звуковые эффекты были, там выстрел, когда заводятся, там шум, это все вообще классно было. Корейцы там сейчас делают, они целая фирма делает как раз, по-моему, да 16 это наши делали. Это наши вообще честь им и хвала. Они самоделки. Вот. Так, молодцы. Александр, у нас еще один вопрос, как бы в продолжение к этому. У нас Смоленск на связи. Дмитрий, также известный на коробке под ником Дитрих, очень классный моделист. Дим, привет. Спрашивает, а что такое вообще 6, 7, 8 серия? Я, наверное, сразу осекусь. Мы уже с Александром договорились, что по каждой краске, по каждой линейке снимем отдельное видео тематическое, которое будет размещено у него на канале. Я у себя с удовольствием размещу, потому что я точно знаю, что каждый второй, или если не каждый первый посетитель, который лично находит время прийти, поздороваться с Александром, он задает похожие вопросы, и каждый день за час он каждому это все объясняет. Вот. На самом деле там есть о чем рассказать, но лучше сделать это в красивом, удобно вводимом видео. Сделаем видео, выложим, ответы будут. Так, вот здесь у нас интересное сообщение от Игоря Усова. А после использования двухкомпонентной краски аэрограф тоже в ведро? Тут уж с позволения Александра я тоже отвечу на этот вопрос сам. Игорь, я испокон веков, только в самом начале пользовался тем, что мне показали, сказали, вот в итоге через примерно уже год я пришел к тому, что, например, модели я все свои покрываю двухкомпонентным автомобильным лаком Dyna, который стоит к любым растворителям и так далее. Да, если аэрограф сразу не помыть, а бросить его вместе с другими причиндалами, как многие любят это делать, аэрограф тоже можно будет выбросить, особенно после таких компонентов. Вот. Поэтому аэрограф всегда моется, всегда обслуживается, тем самым продляется его жизнь. У меня есть прекрасные аэрографы, но основной мой рабочий это Jazz 1113 с полированной иглой, полированными диффузорами, прекрасно дует, я его люблю. Вот. Работает с крайне агрессивными составами, с растворителем R12, с ацетоном и так далее. Все стойко переносит, все тяготы и лишения службы. Вот я им доволен. Думаю, ответ развернутый. Да, я еще от себя добавлю. Допустим, я выкрашиваю 8 серию. Естественно, я ее утверждаю.
Вот, как я поступаю? Ну, у меня основная задача покрасить тест-пластинку, а после этого я заливаю растворитель, продуваю несколько раз аэрограф, вот, а потом я его просто кладу в банку с растворителем, даю ему возможность продуться чуть-чуть, вот открываю немножко воздух, подачу, он немножко продувается, если сильно открыть, все там будет расплесканное сильно. Вот, и я его оставляю в этой банке. То есть он у меня погружен по курок. Я его оставляю, накрываю пакетом, потом прихожу, на следующий день еще раз продуваю, вот, вынимаю иглу, вытираю ее насухо, и после этого с ним никаких приключений быть не может. Если полениться это сделать, ждут большие неприятности. У меня, в общем-то, достаточно профессиональный аэрограф, он дорогой, вот, но загубить можно все, что угодно. Кстати, еще одну фишку расскажу. Извините, Александр, перебью. Вот по поводу использования таких вот агрессивных составов для окраски. Вот у меня есть еще одна так называемая своя мулька. После того, когда я промыл аэрограф, вынул иглу, протер ее, также, кстати, для протирки всегда использую туалетную бумагу безворсовую. Вот Зева отлично подходит. Вот после того, как аэрограф промыт, прочищен, обслужен, в конце, еще не снимая с него шланг воздушный, я туда добавляю немного ВД-40, потому что эта зараза, попадая на поверхность, туда уже не пустит никакую краску. Бывает такое, что вроде бы промыл, немножко все равно где-то прихватывает или иглу в сопле, или иглу на прокладке, на тефлоновой. Вот ВДшка точно не даст. Единственное, перед следующим применением надо тщательно тоже промыть аэрограф агрессивным растворителем. Это же, в принципе, смазка, а смазка с краской не дружит. Да, кстати, да, вот расскажу случай интересный, к делу он не относится, но, к слову, можно вспомнить. Один знакомый работал на автосервисе, на очень крутом автосервисе, рядом с которым была автомойка. Вот. Ну и однажды к ним привезли какой-то очень элитный автомобиль, который надо было покрасить срочно и за ночь. В итоге ничего не получилось после 2 или даже 3 попыток покрасить машину. Вот краска скатывалась каплями, собиралась на поверхности, ничего не могли сделать. И только потом их осенило. Вот дело было зимой, через стену у них была мойка, где использовали как раз похожие на ВД-40 составы, содержащие силикон для продувки замков и так далее. И вот эта микровзвесь, микроэмульсия по вентиляционным каналам попадала в покрасочные боксы в ничтожных количествах. Это уже не давало краске лечь. Образовались кратеры, мат-перемат, отец-переотец. Ну, в принципе, здесь есть борьба с этим немножко другая. Можно обезжиривать машину специальными химией. Вот я выпускаю, не я выпускаю, я ее фасую. Это обезжириватель дюпоновский. Вот. Но он есть 2 типов. Один для моделистов не годится, потому что второй гудрон снимает и все прочее. Вот когда битумная мастика, там, допустим, попадает на лакокраску, она ее снимает. Но она может снять и краску неотвержденную. Отвержденную она не снимает. Вот. Но если на модели ее применить, то она снимет краску. А вот тот обезжириватель, который я предлагаю, вот, он 84007, он чем хорош? Он краску не снимает. Он снимает напыл от краски и обезжиривает поверхность. Причем можно ее не мыть, а сразу с этим работать. Она достаточно быстро испаряется, и испаряет с собой остаточную влагу. Если там ее немного. Вот. Конечно, если деталь мокрая, ее надо вытереть. Вот. А так вообще штука хорошая. Вот. У меня ее там те, кто подсел, они постоянно берут и пользуются. Потому что есть сложные моменты с мытьем модели. Не всегда это удобно, не всегда есть вода под рукой. Вот. А здесь просто протираешь салфеткой. По большому счету все. Можно красить. Вот. Но эту штуку нельзя заправлять в аэрограф по той же причине, что и ВД-40. Там химия другая, но тоже потом краска не будет дуться через аэрограф, потому что это будет каша. Такая вот штука. Так, Александр, наверное, вопрос от меня лично. Вы, наверное, очень хорошо все это знаете, наверное, и знакомы с многими из них. В хорошем или плохом смысле этого слова, тоже, наверное, уточнять или не уточнять, это ваше право. Кто-нибудь еще вообще из производителей идет таким же путем, собирать также информацию, или это зачастую, как вообще это происходит? Или это сильно закрытая информация, которую не получить? Вот, сегодня просто то, что мы услышали, увидели, я этого нигде не видел, такого больше нигде. И не слышал. Вопрос
что характеризовать публично других производителей я не буду. Не потому, что я боюсь каких судебных издержек, я их выиграю. Вот. Дело в том, что у каждого свой путь. Ну вот зачем им чего-то творить и сочинять, когда они берут вот что-то готовое? Вот. Или то, что у них получилось. Обзывают его как-то и начинают его производить. Потому что, ну вот, какое-то время назад я бодался там с одним испанцем, достаточно известным, вот, а он мне в конечном итоге в письме написал: ну и что, зато это продается хорошо. То есть, ну а кого интересует эта точность? Главное разрекламировать товар, и все, бабки снял, а как ты их заработал, это уже 25-й вопрос. Вот. Ну, я ему сказал, это не наш метод, и наши дороги, собственно говоря, никакого сотрудничества не могло быть, и разошлись. Вот. Ну, вполне себе нормальный подход, когда люди не заморачиваются. Ну, он сделал то, что сделал, но он сделал это сам. По крайней мере, он это дело не спер ни у кого. Вот. Ну, у него получилось, вот, допустим, ну вот, допустим, вот такой 4-бова. Ну и что? Ну, он его так видел. Художник. Вот, ну, просто почему он его так назвал, я не знаю. Ну, я просто так, пример, да. Вот. Или, допустим, вот такой цвет вот красивый с Як-38, вот, ну, вот он назовет красный там, для зон опасности на тот же суд. Ну, человек имеет право, он его так назвал. Будет, кто покупать не будет, он его разрекламирует так, что там будут с руками отрывать. Вот, и все поверят, что он действительно красный. Ну, еще раз, а некоторые, ну, идут по такому пути. Вот им попалась краска какая-то, готовая, на рынке. Допустим, вот то, что выпускает наша промышленность, да, вот, на ней написано там красное. Ну, зашибись, он берет ее, красное, вот, расфасовывает по баночкам, и эти баночки потом благополучно под определенным брендом уходят в разные всякие магазины. Я, по крайней мере, знаю 2 фирмы, которые именно так и делали. Фирмы эти древние, старые, вот, краску у них покупали много. И до сих пор покупают. Правда, сейчас там уже у одной из них концепция изменилась, но, тем не менее, это так. Они никогда не заморачивались. А зачем это нужно? Они производят модели. Причем в некоторых случаях не просто производят, а перепаковывают. Вот. А для того, чтобы модели продавались, нужно, чтобы к ним была краска. Вот, допустим, они в какой-то магазин завезли модели, а клея краски нет. Вот если нет клея, продажи падают на 25%. Если нет и клея, и краски, 40% минус, не продаются модели так. Вот. Ну, все-таки основное это клей, а краска все-таки добавляет. Потому что пришел там мальчик с мамой. Мама, купи цацку. Мама говорит, а чем ты будешь красить? А ничем. Ну, и пошли все в лес. А мы пойдем огурцов купим или там клубники. Вот такой подход. Поэтому для того, чтобы... А что внутри там лежит, или вообще какую предлагает краску, это вообще по барабану. Ребеночек, он извозюкает 1-ю, 2-ю, 3-ю модель, если до 4-й доживет, он начнет соображать. Вот, и что-то либо сам искать, либо сам мешать. Вот, ну, найдет какой-то способ. Вот, то есть, на самом деле, у очень именитых производителей красок, ну, они в основном модели выпускают, но, тем не менее, краску тоже выпускают. У них вообще принцип такой: вот, там бери вот это, смешаешь, и у тебя что-то такое красивое получится. Вот. Я на своем сайте обсуждал, что может в таком случае получиться, потому что совершенно непонятно, как это смешивать. То есть для этого нужно как минимум профессиональное оборудование, которое стоит очень дорого. Вот. По весу, по объему смешивать тоже непонятно. Плотность краски разная. Ну, в общем, это дебри. Вот, да бог с ними. Они продают краску, они продают модели. Они делают свой бизнес. И я к этому отношусь, в общем-то, по-разгильдяйски, не совсем как к бизнесу. Я, в общем-то, для меня это... Ну, отдушина, я вот ищу, вот мне это доставляет определенное удовольствие. Деньги тоже, да, зарабатываю. Денег никто не отказывается. Просто у меня цель основная все-таки не заработок денег любыми путями, а я вот честно отрабатываю свой хлеб. Если кто-то пойдет по этому же пути, я буду только рад. Но пока у меня за мной в очереди никого нет. По крайней мере, из тех, кого я знаю. Некоторые просто берут мою краску, копируют и говорят: опа,
У Акана краска неточная, дерьмо. Да были такие прецеденты, я просто смеюсь. Есть, я тоже знаю, но не буду ничего говорить такого. Лишний раз поднимать это А гуана. вы ее где взяли? Вы покажите или адрес скажите, где вы взяли вот этот вот образец, его сравнили с моей краской, откуда вы ее тоже взяли, непонятно. В музее. В музее. Ну, там разные варианты, там, музеи, да. Вот. Да не, комиков-то много, на самом деле им сказать нечего, потому что они не знают. Вот. Ну, люди работают, они выполняют как минимум одну функцию. Они кормят себя и свою семью, если у них есть семья. Что тоже похвально. Другое дело способ. Как они это делают? Ну, это совсем уже другая история. Но в любом случае выбирать людям, как бы ты то, что ты ешь. Вот. Я сейчас с удовольствием ем Акан. Это не реклама, ребят. Это все. Это так и есть. Пускай чего хотят. На самом деле это их право, это их деньги. Они голосуют деньгами за то, что они купили. Другое дело, будут они после этого материться, не материться, будут ли они говорить, что вот меня обманули, там совсем другая краска в флаконе. Вот. Ну, тем не менее, у каждого есть выбор. И на самом деле хорошо, что он есть. Потому что было время, когда выбор был очень маленький. Вот. И никто не знал ни про 4БО, там, ни про какие-то АМТшные цвета. Вот. Благо, что есть такой исследователь Михаил Орлов, который это дело как бы и писал статьи, вот, и популяризовал эту тему. Я с ним знаком, он ко мне приезжал, мы с ним много общались на эту тему. Он мне подсказки давал, где найти, чего найти. Вот где найти. Вот здесь вот. Вот так вот. Не скрывал. Вот, да. Да, понесло. Это вам не интернет. Вот вам. Так можно? Видно? Чуть-чуть пониже, Александр. Вот немножко буквально. Глав краска МХП СССР. Министерство химпромышленности. Обалдеть. Вот, это вот эти вот цвета. Сначала а потом вот есть там АМТшные цвета. В общем, поясню для незнающих. Есть в музыке такое устройство камертон для отстройки. А как раз в лакокрасочной промышленности великой страны, которая не так давно ушла, были вот такие издания. Да, на самом деле эти издания, они вышли мизерным тиражом. Вот. А это вот такие же краски, как АМТшные цвета, то есть для ткани, для дерева. Те-то были масляные. Вот. А еще здесь были, как-то ни странно, 4БО и прочие всякие. В общем, много интересного в этой книжке. Вот, ее любопытно и почитать, и подержать в руках. Я где-то, по-моему, на сайте, Александр, видел несколько файлов с изображениями, где как раз цвет 4БО был описан, утвержден какими-то министерствами и так далее. По-моему, на сайте я это видел. Да, на самом деле для производства краски использовались вот такие вот эталоны. Вот, эталон цвета. Обалдеть. Вот, у меня есть не просто эталоны цвета, у меня есть контрольные образцы эталонов цвета, и в том числе на 4БО, и вот сайт, который у меня был, но его грохнули с иероглифами, кто-то там уроки поставил, иероглифы, не знаю кто, друзья. Вот, там была статья, кстати говоря, эта статья гуляет еще на других сайтах, 4БО. Вот, и я там выкладывал всю информацию, ничего не стеснялся, показал эталоны вилочные, дал их координаты, все расписал, дал фотографии, много чего там интересного сказал. Вот. Я не думаю, что кто-то делал 4БО по этой информации. Не думаю, потому что, зачем так сложно? Взял чего-то там, замешал, получилось, не получилось, похрен. Главное написать 4БО. Вот. Вот и все, и понеслось. И денежка пошла в карман. Вот. Кому эти сложности нужны? А моделист, он же поначалу-то наивно, он думает, почему бы и нет. Вот, зато краска стоит дешевле, например. Или дорожная банка, уж очень красивая банка. Вот. А покрасил, а потом говорят,
Танки вообще не красились как попало. Ну, есть документы, где написано, что хрен на ны, два в уме. То есть красили строго даже в боевых условиях. Но были, конечно, особые исключения. Там вообще как бы и танки, и самолеты во время войны, и после войны они красились по регламенту. И краска поступала в часть та, которая должна была туда поступать, а не абы как там в сельпо соседнее сбегал, там в деревушке, да, вот, а дайте мне краску 4 БУ, ну да, хрен там. Вот. Ну, говорят, вот там что прапорщик нашел? Где он мог это найти? Или там, я один раз там дискутировал с корабельщиками, я, говорит, там на кораблях ходил туда-сюда, вот мы их красили, нам что прапор принесет, Мичман, тем мы красим. Я говорю, ну в каком сельпо он мог на корабль найти столько краски? Ну, что за ерунда? Вот. Ну ладно. Да нет, ну есть документы, подтверждающие конкретно, чем что красить. Есть схема краски. Да, там были действительно в самый первый момент войны, когда схема была, ну, то есть была директива перейти на двухцветный камуфляж, но четких схем окраски не было. Поэтому допускались разночтения, но тем не менее камуфляж делали двухцветным. Вот. А потом уже пришла схема, по которой красили эти самолеты в частях, если они требовалось это. Да? Вот. А завод они шли стандартно, так как должны идти. Вот. И, собственно говоря, никакой проблемы не было. Потому что двухцветный камуфляж, он, собственно говоря, был чем обустроен? Был хорошо разработан 3-, 4-, 5-цветный камуфляж, который был очень плохо видно с определенной высоты. Но он был сложен. А когда война началась, ну, там в предвоенной буквально там за день, за два, я сейчас не помню, там 21-го, по-моему, был приказ перейти на двухцветный. Самолеты были одноцветно-зеленые в частях, и на них нужно было нанести черные пятна. Но черная краска не представляла собой никаких дефицитных проблем. Она была во многих местах. И нужно было просто нарисовать черные пятна там на самолете. Ну, хоть как-то. Вот. А потом еще раз, уже были четкие схемы, куда их наносить. А самолеты были зелено-голубые. Так что ничего страшного в этом не было. И переход на двухцветный. А уже вот когда в 43-м наши стали наступать и немцев давить, у нас, то есть зелено-черный – это цвет защитный на земле. Вот. А серо-голубой – это атакующий цвет, то есть уже превосходство в воздухе было, и не было интересно защищать сильно самолеты на аэродромах. То есть главная задача была, чтобы низкая видимость была в воздухе. И серо-голубой камуфляж у нас был. У немцев была та же самая история. Они когда нападали, у них был черно-зеленый, темно-зеленый камуфляж. Вот. А когда они вторглись, они перешли на серо-серый. Вот. И, собственно говоря, потому что у них было превосходство в воздухе, и им не надо было прятать свои самолеты на аэродром. Некому было их атаковать. Неважно, это история. Вот. А потом, когда их наши прижали, они перешли на земляной камуфляж, то есть вот коричнево-зеленый, там, оливковый, вот, чтобы их хуже было видно с воздуха. Они камуфлировали все. Крыши домов, там, крыши заводов, всякие бомбоубежища камуфлировали. Вот. И самолеты в том числе, бронетехнику. Вот. Так что здесь вот такая история. А у нас говорят, вот, не могли красить вот так, как... То есть я говорю, вот красили по стандарту. Не могли так красить, не было специалистов. А что я привожу пример? А сколько патронов, снарядов и прочего изделия выпускалось? Миллионными тиражами. Могли их делать ровно, чтобы они не застревали в воде? Могли, а почему краску не могли сделать? Чудеса, да и только. Есть военная приемка. Собственно говоря... Тогда она была очень серьезная. Тем более, эта краска не для ногтей, а это краска, которая, своего рода, это пассивный элемент безопасности, как принято сейчас говорить. Это увеличивало боеспособность какой-то единицы боевой. В бою не сильно, а вот, скажем, когда заходил вопрос маскировки, то да, это, конечно, здорово выручало. Потому что работали, они разработали вот эти цвета, и камуфляжные цвета разработали. Вот. И неспроста, кстати говоря, до сих пор эти цвета, вот там коричневый до сих пор используется, который был во время войны. Вот этот вот 6К, 7К, он до сих пор используется. Использовался до тех пор, пока вот наши не перешли, не отошли от советских цветов, и стали использовать другие. Вот. Чему я, собственно говоря, не очень рад, но дело в том, что компания, которая выпускала эталонный цвет, она грохнулась.
Вот. Когда начинаешь выяснять, что и почему, получается, что эталоны грохнулись, потому что их никто не заказывает, а те, кто хотел их заказывать, говорят, да они ничего не выпускают. Вот такой замкнутый круг. И получается, что, в общем-то, все умерли. Вот. Ну и перешли на какие-то другие стандарты. Что жалко, потому что наши камуфляжники привязывались все-таки к нашей местности. Здесь другой подход. Ладно, это уже. Сейчас мы в дебри уйдем. Александр, зачитаю чат, тоже у нас накопилось. Зритель с ником USSA Pilot пишет: Александр, большое спасибо за ваш труд. Я больше 10 лет пользуюсь вашей продукцией. Начинал с водоразбавляемых акрилов, непростых в использовании, но меня всегда прельщала точность оттенков, особенно наших ВВС. Сейчас я сам связан с авиапромышленностью и могу сказать, что ваши цвета на 100% верны. Так держать. Вот. И вопрос, да, и как раз вот в связи с услышанным чуть ранее вопрос от Олега Демидова. Слышал, что бывают отличия у краски одного цвета разных партий, но сам никогда не сталкивался. Поэтому вопрос, как контролируется рецептура цвета от партии к партии? Какие-нибудь выкраски или что-то производится контрольно? Не, вопрос, конечно, забавный. Все дело в том, что есть рецептура в базе данных. Когда краска воспроизводится, она воспроизводится именно по этой рецептуре. Но здесь есть определенная технология, и в этой технологии происходит иногда нарушение. В каком плане? То есть вот сделали краску, ее разлили, а этикетки сразу не было. А на следующий день или там через день другие люди пришли, а что за краска? А хрен знает, давай вот эту этикетку приляпаем. Приклеивают другую этикетку. А потом люди говорят, вы аутентики делаете или хрен знает чего. Собственно говоря, краска правильная, этикетка неправильная. Вот у меня сейчас вот буквально я разговаривал с Тоцким Александром, которого хорошо знаю. Вот. Он купил краску, заказывал 71062. А к нему пришла краска 70062. Начинаем выяснять, в чем дело. Берем этикетку, лист с этикетками, а на нем вообще написано 61062. Я говорю, так это вообще другая серия. Как это могло так накосячиться? В общем, в итоге я, естественно, послал ему с правильной этикеткой. Вот. Но иногда бывает, что проблема с неправильной этикеткой. Человеческий фактор, в общем. Да, опять. Вот раньше у меня был там склад немножко по-другому устроен, и пузырьки иногда проваливались в коробочку, которая была ниже. Вот. У меня, допустим, Павел Солодовников, вот мой старый знакомый, оптовик, и это пластик модул. Вот. Он говорит, Саш, ты не поверишь, розовый кирпич зеленого цвета. Что за ёма? Он говорит, вот фотография, хочешь верь, хочешь не верь. Я иду на склад и понимаю, что этот кирпич упал в траву, потому что номер у него там наш так отличался. Вот. А потом ее достали люди, которые, в общем-то, приклеили этикетку, потому что она в этой коробке была. Вот. И зашибись, все, и пошло. Я всегда в таких случаях с шуткой говорю, стоит она одинаково. Я, конечно, понимаю, что это цинизм, и что мне в морду надо за это бить. Вот. Смешные ситуации, они не исключены. Безусловно. И все уследить на самом деле невозможно. Если возникают какие-то проблемы, фотографируйте, присылайте, будем меняться. Вот. Я вам буду давать такой же хороший брак. Да. Как в том старом анекдоте. Поменяйте перец, это была лайка на такую же морковную. В связи с этим еще, друзья, немного добавлю информации. Сейчас в ближайшее время, надеюсь, сильно оживим группу ВКонтакте Акан. Вот, поэтому делайте сами и передайте другим. Если у вас есть какая-то информация, какие-то новые модели, которые вы делали с Аканом, пожалуйста, welcome на стену в группу. Вот. Я думаю, Александр будет очень рад увидеть то, что мы этим пользуемся. Еще один вопросик от меня лично. Опять речь зашла к этому автоматически. Я точно знаю, что продукция Акан пользуется очень большое число моделистов за рубежом. Вот. Не буду спрашивать о цифрах. В процентном соотношении сколько продукции за рубеж, сколько здесь остается? Временами по-разному, до 40% уходит туда. Обалдеть.
Класс. Ну, это показатель. Тех точно не обманешь. Они там разбираются. Да, ну, да вплоть до того, что в Китае покупают. Причем Ну, Япония тоже берет, я знаю. Не не понаслышке. знаю. Ну, Кстати говоря, это насчет логотипа. Вот японцы и логотип. Я раньше, вот в 97 году, выпускал краску под логотипом Дюпон. У меня было разрешение от российских производителей. Они говорят, поскольку ты работаешь в этой системе, официальный пользователь, у тебя все там, сертификация, это есть. Вот, на территории России ты можешь спокойно это дело использовать. Вот, а потом мне кто-то сказал, что в Японии как бы моя краска там продается. Вот. А раз она продается не на территории России, мне пришлось логотип переделать. Я вот сделал свой аккаунт, зарегистрировал его. Вот. Ну и, собственно говоря, вот с той поры он у меня и как бы есть. Вот. То есть я ушел от Дюпона, оставил аккаунт, хотя материалы все те же самые остались, вот какие были. То есть от этого состав краски не изменился, но из-за японцев мне пришлось менять логотип. Хотя вообще, я наверняка не знаю, мне никто иероглифами не присылал оттуда. Спасибо, мы вас любим, отдайте наши острова. Не знаю, в общем, ну, возможно, что кто-то, да, действительно. Вот. Мне кто-то говорил, что он туда чего-то там авоськами возит. Ну, да, наши ребята там по всему миру возят. У меня вот один человек рассказывал, что он вообще куда-то возит, там, заказывает у меня 75-ки, ну, флакон 75 миллилитров, вот, и, значит, куда-то их там забубенивает. Ну, как бы хорошо. Другой мой знакомый, он во Францию их отвозит. Хотя у меня... нет, у меня во Франции нет оптовиков. Вот, в Испании есть, да, в Германии, в Чехии, вот, ну, там во многих европейских, в Финляндии, вот, а в Греции, вот, а вот французы что-то собирались, вот, вроде как, вот мы сейчас тут, ага, и что-то никак. Ну, никак и никак. Ну, что расстраиваться, что ли? Это их проблема, на самом деле. Я к этому отношусь, да, достаточно спокойно. Купят, нет. Вот. Здесь есть наши ребята, которым, ну, там, может быть, нравится, может, не нравится, кто-то ругается. Да, всегда есть люди, которые ругаются. Это же, ну, как без этого? Вот. Смотришь на себя в зеркало каждое утро, и не каждое утро тебе изображение нравится. Чего ж там про краску какую-то говорить. Вот. Поэтому, ну да, что-то происходит. Вот. Причем, опять же, по-разному. И точно так же, как спрос. То вот корабельная краска особенно никому не нужна была. Вот. Сейчас вдруг стали активно пользоваться наборы, вот то, что я выпускал там под советские корабли. Советские, российские. Вот. Вдруг пошли эти наборы. Хотя их выпускаю уже достаточно давно, а пользоваться они стали сейчас. Вот. Александр, я рискну предположить, с чем это связано. Это, наверное, связано с появлением Поднебесной в компании Тромпетер большого количества как раз моделей флота. Вот, они там очень большая линейка вышла, таких интересных, в огромных масштабах моделей. Вот, наверное, туда это как раз и идет. А все дело в том, что вот они. Вот они эти. Обалдеть. Аплодисменты. Аплодисменты. Я такого не видел никогда. Натуральные выкраски, вот они живые. Вот. По ним, собственно говоря, я все это воссоздавал. Вот. Ну, тоже книжка выпускается тиражом там 1000 экземпляров. Ее, ну, такая вот раритетная книжка. Вот. Ну, у меня есть их 3 штуки. Вот. Причем есть один карманный вариант. Вот, и 2 таких больших. Ну, не от жадности, просто, ну, есть возможность, ну, покупаю, почему нет. Вот. Ну, мне это нравится. У меня есть там книжка по этим самым, по броне английской, Вторая мировая. Что-то пытался ее сегодня найти, не знаю, куда я запихнул. Вот. Ну, вот это вот обсуждалось уже, это вот выкраски англичан Второй мировой. Ну, вот такие вот тоже там всякие разные цвета. Вот. Интересная книжка. Вот. Взялись ее обсуждать, потом говорят, что у меня все цвета неправильные, потом выяснилось, что неправильных только 2, потому что они изменились. Ну да, изменились.
Ну, а я здесь при чем? Ну, во-первых, дрейф цвета никто не отменял. То есть вот со временем эталон смещался в какую-то сторону. И вот если взять, допустим, день сегодняшний, день начала производства, этот эталон может изменяться. Ну вот, у англичан так было. Вот. А все остальные цвета-то остались те же самые. Ну, название у них поменялось, там номер эталона у них поменялся. Вот. Насчет этого как раз был очень жаркий спор там с ребятами, которые говорят, ну, какой бритиш стандарт во время Второй мировой войны? Да вообще-то он был до Второй мировой, в 29 году уже был. Вот. Но они как-то вот не хотели верить. Они говорили, нет, цвета вот называются, допустим, вот Ocean Grey, и все. Никакого номера по бритиш стандарту не было. Да был, просто они его не знают, но я не стал с ними ругаться над тем, потому что это очень долгий спор, кто лучше, танк или самолет. Вот. Ну, как бы это хорошо, ну, бог с ними. Вот. Есть еще... Да ладно, у меня там этих книг сейчас, если буду показывать, мы до утра тут их будем листать. Александр, На самом деле... Ювеналий Цветков пишет: здравствуйте, Александр, спасибо вам за вашу работу, за замечательную продукцию для моделизма. Желаем вам всех благ в жизни и дальнейшего процветания вам и всей вашей компании. Ждем еще больше продукции. Как раз Ювеналий своим сообщением мне напомнил еще одну тему. Вот вопрос лично от меня. Александр, вернусь... наверное, к самому началу разговора, когда вы сказали, что это не просто работа, а это работа, которая доставляет радость, удовольствие. Я поневоле вспомнил ту самую поговорку, что хорошо, когда хобби становится, когда хобби становится оплачиваемым. Вот это, наверное, высший пилотаж. Как вообще дела обстоят вообще с моделизмом? Я неоднократно видел модели у вас в кабинете в огромных масштабах, классные модели. Есть время помоделить? Или вообще когда-то это было? Было время, я когда собирал сам модели, собственно говоря, вот когда краску начал делать для модели, я еще тогда активно занимался делом модели. И, собственно говоря, это и послужило сильным толчком, потому что я приходил в магазин, а вот того, чего мне надо, не было. И потом я подходил к своему оборудованию, говорил, мать-перемать, у меня, собственно говоря, есть все для того, чтобы сделать краску, а я бегаю по магазинам, теряю время. Я начал делать сам краску. Вот, но дело в том, что сейчас у меня, во-первых, уже возрастное зрение, то есть вот очки, вот, все. Без них я как бы вижу только, как я говорю в шутку, крупные купюры. То есть вблизи... Браво! Мелкие не вижу. Ну, просто на самом деле вот еще и выяснилось там какие-то астигматизмы, в общем, какие-то проблемы. Цветопередача у меня не нарушена, то есть я как бы цвет хорошо воспринимаю, слава тебе Господи. А вот делать модели, во-первых, у меня сейчас совершенно нет на это времени. Вот. Во-вторых, даже если было время, хотел бы найти это время, то, я не настолько хорошо вижу вблизи. То есть я вот вдалеке вижу хорошо. Вот я когда еду в машине, я хорошо вижу, что там творится на улице. Вот. Но не для модели. Потому что делать для себя, для себя у меня просто нет времени. Для показа делать, да нечего там показывать на самом деле. Вот. Есть люди более талантливые, которые занимаются этим вот от души. Я от души краску делаю. Вот. Собственно говоря, к пуговицам претензии есть. Нет, говорит, пуговицы пришиты насмерть. Вот. Собственно говоря, я делаю краску. Моделями я уже не знаю, сколько лет не занимаюсь. Может быть, лет 15 уже все. То есть последняя модель, это был у меня я автомобили делал, в 20, Томеевске, в 24-м. Вот. Но дело в том, что я покрасил кузов, он у меня очень хорошо получился. Все, я страсть свою утолил, и дальше у меня дело не двинулось. То есть шасси я уже не собирал, интерьер не собирал, просто у меня эти кузова, они стоят, красивые. Причем один из них, Порша спортивного, я приносил в клуб в свое время, вылил на него там кучу растворителя, говорил, что хрен его смоет, но его и не смели. То есть он стекал просто по машине. А мелкокрасочное покрытие не декали, естественно, сама краска, ничего с ней не было. Я просто показывал возможности двухкомпонентной краски, двухкомпонентного лака. 8-я серия, да?
Да, конечно, у меня такого не было. Вот, это потом я их уже разделил там на 6-ю, на 8-ю, а так у меня эмаль была только 8-й серии, тогда водной краски не было. Вот. Хотя на самом деле вот в современной промышленности на промышленных линиях используют для окраски водный материал. Вот. Они более экологичные, вот, ну и бог с ними. Вот. Для модели я считаю, что именно использовать вот эти промышленные, не то, что я выпускаю, а вообще промышленные, которые рассчитаны для автомобилей, ну это сложно. Они, на самом деле, они водные, это водные, но они очень сложные. Вот. И при всем при этом еще и дорогие. То есть я когда спрашивал ребят, которые, ну, вот, я у них покупаю химию, вот, и, ребята, а, собственно говоря, вот почему вот я должен объяснять, допустим, людям, вот я продаю автомобильную краску, да, вот она стоит вот столько-то. Но если я ее сделаю на водных материалах, да, она будет экологичная, но она уже не будет столько стоить, потому что она дороже. Вот, но зато, они говорят, ну зато же вы природу будете сохранять. Я говорю, ну кому из наших ребят это интересно, если у них зарплата не позволяет жить нормально. Вот. А они задрали цены, и я им говорю, не, ребят, все, я вас взял по чуть-чуть, я попробовал. Краска, да, хорошая, ну, до свидания. Вот. И, собственно говоря, потом я нашел другой вариант. Вот. Брал специальные пигменты, специальные базы для водоразбавляемых красок. Ну, и, собственно говоря, вот, с 4-го года я ее делаю. Вот. Она пользуется большим спросом, водная краска за рубежом, по одной простой причине, с ней нет никаких проблем пересылки. Ну, она не горючая, она не токсичная, то есть с ней нет проблем. Можно красить, вот, да, кстати, вот, ну, люди знают, кто такой Миша Нерадков. Вот. Да. Так вот, недавно был у нас на стриме. Да, он один раз здорово похвастался, хотя у меня к нему остались вопросы. Он, значит, ушел там куда-то, в магазин, не знаю, а его маленький ребенок с котом остались дома. Не с котом, а с котом. Вот. А у него была краска открыта на столе. Ну, и кот запрыгнул, смахнул эту краску, и ребенку попало это на лицо и в рот. Вот. Он говорит, ну, класс вообще, приехали, промыли, все нормально. У тебя классная краска, она безопасная. Говорит, Миша, вообще-то она, да, она безопасна. А если бы с ребенком что-то случилось, я бы тебе навсегда кровный враг был. И не кот, и не ты, а я, потому что от краски бы, не дай бог, отравился ребенок. Хотя на самом деле там вредных веществ 0, вот в 7-й серии. Вот она и тем хороша, но при всем при том, вот как бы тема для того, чтобы похвастаться этим, ну, весьма странный такой был Александр, пример. Немножко в вашем стиле разряжу обстановку с таким, с легким юмором, я думаю, вы оцените. Так вот, все, наверное, знают, что такое автомобильная шпаклевка, как раз тоже двухкомпонентная с отвердителем. Вот, кто не знает, пояснять не буду. Ну, обычная вот классическая шпаклевка с запахом, с выраженным, от которой режет глаза, разъедает слизистые и так далее. Вот, характерного светло-бежевого цвета. Так вот, почти на каждой банке стоит черным по белому написано: при попадании шпаклевки в желудочно-кишечный тракт обратиться срочно к врачу. Но не указано к какому. Вот. Я считаю, что надо к психиатру обращаться сразу, когда тебе субстанция попала в желудочно-кишечный тракт. Ох, боже. Александр... Я один раз, у нас еще в Марьино был магазин, там автозапчасти, и я время от времени туда наведывался, чтобы что-то покупать. Вот. Приехал один раз и говорю, вот мне дайте вот эту шпаклевку. Она мне дает. Я говорю, а отвердитель к ней? Он говорит, а что это такое? Я говорю, ну должен быть тюбик такой. Она говорит, да не может быть. Открывает у нее ящик, набитый этими тюбиками. А я, говорит, ее все время так продавала. Я говорю, ну ты молодец. Ты молодец, ты понимаешь, это шпаклевка, она, в общем-то, я не знаю, у кого она высохнет, то есть, она рассчитана на полимерность, то есть, она должна отверждаться. Да, розовый отвердитель характерный. Да, розовый отвердитель, да. Вот. Я говорю, слушай, ты давай уже как-то это, все-таки начинай с ним продавать, потому что он должен в комплекте быть. Ну да, бывают такие чумные ситуации, или наоборот, допустим, вот тот же лак ты упоминал, там автомобильный, да, он с отвердителем идет. Да, отвердитель, вот. еще причем растворитель медленный, он прям, у него очень тяжелый запах, как каким-то толуолом, там страшно. Миш, дело не в этом. Дело в том, что
растворитель, это из-за цена, он очень вредный. Вот. Я один раз приехал к ребятам в сервис, они там машину красят. А говорю, вы отвердитель добавляете? Они, да. Я говорю, а как вы узнаете, где у вас растворитель, а где отвердитель? А мне сказали, так мы нюхаем. То есть он мне показал, он просто берет нос, засовывает в банку, втягивает вот туда. Говорит, ты вообще с ума сошел? Ну нельзя так, ты же это, помирить можешь. Не, нормально, говорит, не торкает. Нормально. Люди по-разному относятся к своему здоровью, поэтому предупреждение... Естественно, хороший респиратор 3М с аэрозольными фильтрами, вытяжка принудительная. Вот. Но единственное, сейчас вот еще никак не могу себя заставить в перчатках с ним работать. Надо тоже перчатки подцепить. Ну, ты знаешь, ко мне приезжал один мой давний приятель, а у меня вытяжная камера, то есть она оборудована, она закрывается с экраном. Так он ухитрялся, при всем при этом еще и изолирующую маску с 2 фильтрами, полностью вот этот стеклянный экран, то есть там внутри, это тремовская, то, что сейчас показывают, я говорю, нафига ты ее одеваешь-то? У тебя же все равно вся краска-то улетает, через вентиляцию в трубу. Не знаю, вот я так себе решил. Я говорю, хорошо, собственно говоря, никаких возражений-то у меня нет, просто, зачем? То есть, на резиновые галоши еще что-то одевать. Это да. Всякое бывает. Опять же, у человека есть свои предубеждения. Бережет свое здоровье. Правильно делает, на самом деле. Ко мне буквально там пару дней назад приехал клиент, он боится коронавируса, ко мне не заходил, стоял в коридоре, я ему передал краску, у него, значит, на лице маска, на руках перчатки, краска была в пакете, и он, несмотря на свои перчатки, взял пакет, и этим пакетом взял пакет и положил его в другой пакет. Я так, хорошо. И все, и до свидания, естественно, не трогая никаких частей тела. С безопасного расстояния и до свидания. Александр, наверное, последний на сегодня вопрос зачитаю из чата, вернее, 2. Спрашивает Олега Белый. Александр, а вы планируете в будущем выпускать еще какую-либо химию для моделизма, кроме красок? Какое-нибудь расширение планируется линейки? Или и так все хорошо? Например? Тут как раз следующий вопрос, наверное, немножко не отвечает, а продляет первый. Скажите, а будет ли какая-то линейка химии для модуляции? Наверное, пигмента имеется в виду. Нет. Для модуляции нет, потому что я считаю это химию. Пигменты, у меня есть отдельная 9 серия, там их не так много, там простые цвета, там черный, белый, красный, желтый, зеленый. И есть несколько цветов, 4 цвета для... Ко мне приезжала женщина-художник, она попросила, я их сделал. Все. Пользуются они спросом? Очень редко. Причем в этой же серии у меня сделаны металлики. И один мой хороший знакомый, который приезжал ко мне, он взял мне попробовать, он говорит, Саш, лучше этой вороненной стали я пока вообще еще ничего не встречал, потому что она не дает толщины, она просто тончайшим слоем укрывает поверхность, и ощущение, натурального металла. Я говорю, у тебя хорошо так получилось, другие не получается у них ничего. Но опять это специфика, потому что основная эта тема модуляции заставить моделистов делать то, чего они не хотят. Разрекламировать. Рекламировать этот товар, что без него эта модель вообще не модель, это просто помойка. Я думаю совершенно по-другому, по одной простой причине. Люди, которые привнесли это все, они художники. Они работают на плоскости. Картину на плоскости надо обязательно выделять первый план, второй, перспективу, даль. А на модели как это сделать? Если у тебя модель можно крутить в любую сторону, ты ее сделал с одной стороны, она у тебя соответствует картине, а потом ты ее поворачиваешь другим углом, у тебя получается другая картина. Поэтому здесь надо, конечно, очень аккуратно и обладать определенным чутьем, то есть быть немножко художником. А много ли среди нас художников? Я не думаю. Но больше всего меня удивляет, когда моделисты чуть ли не с первых дней, первая модель, он ее купил, он еще толком не знает, как склеить 2 детали, а уже все, ему подавай модуляцию.
начинает ее тонировкой там забивать. В общем, такое чучело получается. Думаешь, да бог ты мой, ты хоть сделай одну модель нормально, покрась. Я ж не говорю там какими там, Акан, не Акан, там, просто покрась. Потому что вот я, насколько я помню, я когда маленький был, просто серые модели собирал, там не крашеные, ничего. Ну, то есть какого пластик был, того и сгодился. Ну вот, это же потом все до краски кое-как дошло, вот эти ГДРовские вот модели были, пластикарт, вот, с тюбиком серебрянки, других там и не было. Я, по крайней мере, не помню. Вот. Ну и зашибись, там кисточкой размазал, блестит издалека, ну и ладно. Вот, поставил ее, стоит она на подставке, и горе не знает. Запылилась, выбросил. Вот, потому что там, когда, допустим, мамка делала очередную уборку, ну вот опять все завалил, там в помойку полетело. Это знакомо. Да, поэтому, ну, что модуляция? Ну, модуляция. Какая задача-то стоит у нее? Ну, то есть, если моделист четко формулирует задачу, что он хочет с этой моделью, тогда ему модуляция, возможно, нужна. Возможно, она ему даже близко не нужна. Потому что вот те, кто профессионально собирает модели, они, вообще говоря, как бы не запариваются особенно на эту тему. Потому что испортить модель очень легко. Но при этом для того, чтобы ее испортить, нужно еще положить кучу труда. Причем не основного труда, то есть вот ее аккуратно собрать, аккуратно там деталировать, там, допустим, покрасить ее ровненько. Вот. Ну и потом начинается. Или вот я видел там, с чего все началось, там один человек, значит, изгадил лошадку аж до ушей. То есть она вся в глине была, там, в грязи в какой-то. Я думаю, бог ты мой, где он такую лошадку нашел? И все там, ой, как живо, ой, как жизненно вообще. Я говорю, ребята, видели лошадку-то, живем в таком свинском образе. Ну, если только она влетела в болото вместе с Мюнхгаузеном. Вот, а так их же чистят, их моют, они блестят у них там все. Вот, ну не бывает таких лошадей. Но здесь вот все и понеслось. А как ты это делал? Вот для этого я брал вот такую чудную там вот химию. Вот. Да бог ради, чем ты хочешь, он глинь возьми, извози, у тебя все натурально будет. Вот. Ну, вопрос в том, что в итоге получается. Вот. Надо ли это делать? Ну, я не знаю, это каждый решает сам. Все, что он хочет. Потому что по мне гораздо лучше, если сделать подставку для своей модели, чтобы ее не брать за, ну, там, за крыло или за, если это танк, там, за башню или за корпус, вот, а брать за подставку. Это гораздо важнее. Еще лучше, когда делается к этой подставке фонарь, ну, прозрачный, чтобы она не пылилась. Потому что фонарь снял, помыл, одел. Вот. А если модель запылилась, это большая проблема ее вычистить. Потому что, ну хорошо, я стал мыть. Вот, что-то отвалилось, потому что клей от времени, ну, там, сохнет. Некоторые клеи от времени вообще разваливаются. Вот. Вот на это бы я стал обращать внимание. Не потому, что я выпускаю подставки или там вот эти. Нет, я этим не занимаюсь. Но с точки зрения эстетики это гораздо лучше. Я вот, например, ну, там, 100 лет назад, в прошлом веке еще, ездил в Польшу в гости там, к ребятам, вот, и там они мне похвастались коллекцией. То есть вот эти вот полки книжные, стандартные, которые были в Советском Союзе, они же были не только в Советском Союзе, но и вот в Польше тоже были. Вот с раздвижными стеклами, правильно? Стекла раздвигались. Да, и вот из этих полок одна комната была полностью снизу доверху. Сделана вот так вот елочка. Здесь полка есть, здесь полки нет. И вот так. Ну, и получалась такая интересная у них конструкция стеллажная. Он говорит, посмотри мою коллекцию. Я так захожу, смотрю, бог ты мой. А там ежик на ежике, самолет на самолете. Крыло в крыло переплелось. Я говорю, блин, хорошая коллекция, большая. Ни хрена ничего не видно, все темно. Вот. Где какого цвета? Но они, кажется, очень тщательно все это. А вот мы вот заробили, ну, то есть вот они делали эту модель, рассказывают, кто ее делал, какая она хорошая, или там недостатки. Вот, ну, настолько все про нее знают, но коллекция имела жалкий вид, потому что, ну, не освещена, ничего, она в пыли все это стоит. Вот. Ну, вот нужна ли такая коллекция? Ну, может, нужна. Каждый же ведь выбирает для себя свой путь. Вот. Ну, с точки зрения эстетики, ну, вот как музей. Ну, если ты придешь, а там все будет в пыли, вот, ну и что там смотреть? Пыльная экспозиция.
наверное, это грустно. Поэтому, с моей точки зрения, модуляция такая штука. Лучше освещение сделать хорошее. Потому что говорят, вот там надо высветлять. Ну, сделайте освещение, чтобы у вас в комнате было светло. Потому что если вы эту модель вынесете на божий свет, она у вас будет нормально восприниматься. Если вы поставите в комнате, она у вас будет в темноте стоять, где бы она ни стояла, потому что в комнате освещение не как уличное. Вот. И если вы ее ставите и вы ее хотите экспонировать, то ее надо подсветить. Или вот то, что мне понравилось, один парень вот из наших, из моделистов, Иван Потилицын, вот, он делал как? У него модельки не крупные, там Первая мировая, он их делает на круглые подставки, и они у него подвижные, то есть они у него вращаются не быстро, но вращаются. Ее видно со всех сторон, то есть вот ее не надо трогать руками, ее видно со всех сторон. То есть он ее включил или там вот как-то и все замечательно видно. Вот, молодец. Вот он на это обратил внимание, что вот подача материала вот такая. Тем более, особенно когда в интернете. Потому что, допустим, ты хочешь похвастаться какой-то моделью, да, что ты берешь в руки, берешь ее, допустим, за фюзеляж или за крылья, потом хренак у тебя там половина отвалилась. называется, похвастался. Вот. И модуляция тут или не модуляция, тоже не имеет значения. Вот это просто кусочки пластмассы. Это фиаско. Ну да. Вообще говоря, есть талантливые работы, но, как правило, это художники, которые знают, как делать. Вот. Они на холсте также хорошо напишут. Вот. Но среди моделистов крайне редко это встречается. Александр, я, кстати, вот что предлагаю. На площадке, например, группы ВКонтакте, она, наверное, самая интерактивная, группа ВКонтакте АКАМ. Вот, может быть, какой-нибудь сделать чемпионат по моделям, вот, а вы уже на свой вкус где-нибудь, может быть, в конце года вы выберете победителя. Оптимистичный прогноз. Как идея? Год начался только недавно. Идея хорошая, я одобряю. Ну, я не даю гарантию, что кто-то из нас там проживет долго. Тут всякие болезни. Нельзя загадывать. Ну, то есть, будет штатно нормально, но почему нет? Конечно. Вот. Ну, если что-то с нами приключится, ну уж не обессудьте. Ну, что-то... А так не вопрос, конечно. Давайте устроим какой-нибудь конкурс, смотрины, вот, будем смотреть, оценивать всякие модели. Вот. Что-то понравится, ну, будем там давать какой-нибудь приз. О, ну вообще супер. Ну, я думаю, тогда технически все организуем, по группам разнесем, всем расскажем. Да, только я думаю, что как оценивать, ну... Нет, оценивать только единолично, вот и все. Тут уже сразу... Нравится, не нравится? Да, все сразу будет в копии. И сборка, и покраска, и так называемый визеринг, и, естественно, работа фотографа. Тут уже все вот эти составляющие влиять на оценку Александра Владимировича. Понимаешь, какая штука? Я вот один раз наблюдал такую картину. Люди собрались, показывали свои модели. Вот. И один из моделистов показал свою кусок самолета раскапотированный. Я когда увидел, я все это охренел, потому что я думал, если сейчас туда капнуть немножечко бензинчика, эта вся хрень полетит, потому что настолько деталировка была чумовая, а потом капот закрывается, все это красится, и ничего этого не видно. Вот это было, конечно... То есть вот такие модели, их нельзя закрывать. То есть, ну, это самоценность именно вот в том, чтобы показать вот внутреннюю работу. А то как блоха, да, ну, подковала, а хрен ее там не пляшет. Безусловно, да. Или танки с внутрянкой, там, боеукладку, все это выкрашивают, педали, а потом все на глушнину заклеивают. Ну да, или вот другой пример, я вот тоже видел, присылали фотографии, как люди делают сборку. Вот они делают, они тщательно выбирают модель, выбрали, все, дальше начинают доработку модели. Там в ней шланги, там вот это все. Вот, на нее наносят металл, точеные стволы там, или еще что-то такое. Вот, много чего делают, потом хренак все это закрашивают не тем цветом. О, говорит, у меня класс получился. Я говорю, блин, ну класс, конечно. Лучше бы ты ее не красил, потому что не крашена, она смотрелась просто вот шикарно. Вот, а покрасил ее, ну, с моей точки зрения, испортил. Вот, потому что до покраски она смотрелась очень круто.
То есть видна была работа мастера, видно было, что человек с душой отнесся к этому, там чертежи и все прочее. Вот. Еще раз там купил там всяких допов хренову гору. Вот. А потом вот бах, покрасил неудачно. И даже я не говорю, чья краска. Да похрену, чья краска на самом деле. Ну, хотя бы более-менее цвет должен совпадать. Вот. А то иной раз люди говорят, да мне вот пофигу, я вот просто взял, вот я так вижу. Ну, хорошо, если ты так видишь и видишь. Только ты людям-то не показывай то, что ты видишь. Ну, сделай для себя, спрячь ты ее там в темный угол. Вот, и фонариком ее подсвечивай. Только ты не говори. Чего? У тебя Так, ну, не то. небольшие проблемки у нас со связью. Одну секунду. Дядь Саш, зависли. Алло, раз, два, три. Сейчас подвисло немножко видео. То у меня подвис. Так. Раз, два, три. Дорогие друзья, небольшая заминочка. Сейчас верну дядю Сашу, с ним попрощаемся. Подосвиданькаемся, до новых встреч. Не разбегайтесь, пожалуйста, еще минутки-две. Так, друзья, мы снова тут. Вернули Александра. Опять небольшие проблемки у нас были со связью. Вот, спасибо, что никто не разошелся. Ну, наверное, по одной причине. Даже не по одной, а по целому ряду. Во-первых, что очень интересно Александр нам рассказывает все, очень доходчиво. Вот, Акан это круто, кто бы что ни говорил. Ну, в этом убедился я на личном примере. Это не реклама. Так, ну что, наверное, уже 2 часа у нас пролетело как 1 секунда. Вот, повторюсь, предлагаю, наверное, создать какие-то тематические видео, чтобы каждому не приходилось объяснять, что такое 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 серия. Можно было зайти и посмотреть видео. Вот. Но в любом случае, я думаю, Александр не будет против, если у моделиста найдется время, найдется желание приехать непосредственно на Борисовских прудах, в очень красивом месте Москвы, приобрести отличную краску, побеседовать с Александром, так сказать, глаза в глаза, и позитивные впечатления вам гарантировано. Что-нибудь хотите еще добавить, Александр? Так я очень рад, что состоялась вот такая встреча. На самом деле, ну, это классно.
Спасибо тебе большое за вот такую возможность, потому что для меня это была загадка. Я имею в виду, вот, ну, краска, а вот сам способ общения для меня, он стал откровением, что так можно. Вот, потому что каждый раз, когда я снимаю видео, это всегда сложно, это всегда обработка, это всегда занимает очень много времени. Кстати, о видео. Я, наверное, один из первых снял видео, как красить самолет. Это было, наверное, в четвертом, в пятом году, я уж не помню. Ко мне приезжал Аксенов Андрей, вот, и у меня на видеокамеру я снял 6-часовой фильм. Вот, он до сих пор там где-то болтается, там немножко я выложил, а остальное это все так на кассетах осталось. Эти кассеты я перегнал, вот, но сам фильм там монтировать надо, это целая история. Вот, и когда я его выложил, там, допустим, на «Скале» там были такие комментарии, что это очень длинно, очень нудно, вот зачем эти подробности. Ну, то есть вот это клиповое мышление, которое сейчас, вот когда быстро-быстро показывают, как там в течение там, 30 секунд показывают историю годовой стройки, как начали заливать бетон и как привели крышу, и все. Вот. И все это на 30 секунд. А когда это подробно, там видно, ну, видно, как это работает. Видно, как работают материалы. Поэтому я не стал сокращать это время. Но поскольку интерес к этому был такой относительный, я считал, что нафиг на это время терять. Немножко показал и хватит. Хотя на самом деле у меня большая часть еще она не обработана, ну как, из нее не сделан фильм. Вот. Это то, что вот я делал тогда. Причем тогда это была идея, я нигде не взял, я ее сам придумал, вот, как и многое что. А потом уже начали появляться видео, ну, поскольку я это обсуждал на «Скале», вот, активно обсуждал, наверное, кто-то идеи, может, подсмотрел, там, я не знаю, но мне это все равно. Вот. Ну, на самом деле, вот хороший толчок, то, что многие стали использовать этот формат. И реально это лучше, чем фотография, потому что когда люди показывают, как это делается руками, вот, это всегда гораздо лучше, чем просто вот набор фотографий. Вот. Поэтому вот этот формат общения, он прекрасен, потому что вот, опять же, благодаря тому, что мы с вами встречаемся, и то, что вот фильм Михаил мне обработал и выложил вот с историей. То есть я его снял чуть ли не месяц назад, он только сейчас выложился. Второй фильм подряд, там разница между 6 и 8 серией, я вот уже снял. Вот, пока думал и гадал, как его перекодировать, как его обработать, выяснилось, что там от фильма 12 минут осталось 4, и из них только минута изображения, остальное звук. Ну, кстати, поступило предложение очень интересное, снять еще интереснее видео. Я за это берусь. Ну да, потому что на самом деле, ну как, я вот точно так же вот сидел вот на фоне этого плаката и что-то там бубнил. Вот, там рассказывал. Вот. Потом посмотрел на себя, думаю, ух ты мой, я же там ни разу не улыбнулся, и такое покойное лицо, все, как будто мне уже завтра это хоронить надо. Вот. Самому стало не очень ловко, потому что в жизни я гораздо больше смеюсь, чем огорчаюсь. В этом сейчас все могли убедиться воочию. Ну да. А там получилось, что что-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. В конечном итоге фильм накрылся медным тазом. Один из них получился, второй накрылся. Вот. Ну, ладно, сделаем, наверное, еще как-нибудь. Надо будет собраться силами. Вот. Просто у меня в субботу-воскресенье я обычно творчеством занимаюсь, там что-то разрабатываю по мере возможности. Ну, то есть отхожу от производства и занимаюсь творчеством. Что-то придумываю. Ну вот в тот день я вот придумал снять фильм. Вот, причем я их снимал 2 раза подряд. Вот. И почему второй порезался, я не понимаю, потому что я снимал точно так же, как и первый. Вот. Ну, ладно, что теперь уже проехали. Так что, чего я предлагаю? Давайте встречаться, дружить семьями, домами. Будем. Приходите в гости, еще раз говорю, и в группу, и лично на Борисовские пруды, и обязательно в интернет-магазин к Александру тоже заходите. Там очень много всего интересного. Кстати, контакты Александра тоже указаны на самом видном месте в интернет-магазине. Можно позвонить и... Ну уж прошу прощения, что спойлерну, можно позвонить и онлайн получить консультацию, договориться о встречах. Да, и
И по телефону там по 30-40 минут рассказывают, что и как делать. Вот, не проблема. Другое дело, что, конечно, если бы там, я вот раньше предлагал там собраться гурьбой, там приезжать там в какой-то день, вот, можно посидеть, потому что то, что я показывал сейчас вот в этой конференции, ну, куски железа, там еще что-то, я воочию их показывал. Ко мне, кстати, когда Гай Ховард прилетал вот из Штатов, ну, Линдл Хилл его как бы компания, вот, он это увидел, он вообще, говорит, очень сильно был удивлен, потому что, говорит, так никто не делает. Да, я То тоже есть вот очень удивлен. никто не ищет никаких образцов, никто не делает по ним краску, ну, как-то все это делают по-другому. То есть, ну, я уже так предполагал, как. Ну, вот, он говорит, это вообще потрясающе великолепно. Ну, греки приезжали ко мне, тоже удивлялись. Вот, то есть я кому не покажу, здесь же опять это далеко не все, у меня еще там есть какие-то, там под потолком лежит ящик там медицинский, патронный ящик уже полусгнивший, там еще что-то такое, ну, немецкое это все, добро. Добро. Вот. Кстати, меня спрашивают, а будешь ли ты это делать? Камуфляж вообще прекрасно читает, то есть довоенный камуфляж, ну, в смысле, до нашего. Вот, ранний камуфляж. Ребят, просто делать, там цвета хорошо читаются. Он кому-то нужен. Ну, вообще, вот так вот. Никто не спрашивал его никогда. То есть не вопрос, я его сделаю, даже какие-то модели найдутся. Ну, просто мне гораздо интересно, есть материал по современке СССР России. Ну, много материала на самом деле. Вот, и можно поэтому делать и делать. Больше того, поскольку сейчас многие полюбили 6-ю серию, они мне задают вопрос, а что вы не делаете вот эти цвета, которые у вас есть в 7-й серии, в 6-й? Ну, как бы вот принято, я делаю. Вот. Точно так же я уже вовсю планирую делать все то же самое с 8-й серией. То есть все цвета, которые у меня есть в 7-й, они будут в 6-й времени, ну и в 8-й. Точно же набором будет в 8-й серии. То есть из красок с 8-й серии у меня вот набор. Если это интересно. Потому что люди, которые мою 8-ю серию любят вот с тех пор, как она вот с 97-го года. Вот, любят ее, уважают, покупают. Хотя у меня вот было какое-то время назад, я думал, да кому она нужна? И я не стал ее развивать, 8-ю серию. Не стал. То есть я все новинки делал в 7-й, ну и иногда в 6-й серии. А потом выяснилось, что вообще это вот как бы интересно. Но не так, как 6-я, но интересно. Вот, поэтому я не буду бросать никакие серии, я буду развивать, есть куда шагать. Вот. Ну, еще раз повторюсь, у меня есть 2-я серия уже на выходе. Вот. И, возможно, придется там как-то цвета делать камуфляжные. Возможно, нет, не знаю пока. Посмотрим. Вот, то есть, ну, как бы, если будет какой-то интерес, то я сделаю. То есть это будет, условно говоря, альтернатива там, краскам звезды или там, моделисту, которые, в принципе, ну, делают почти одну и ту же линейку. Вот. Ну, неважно. Вот. Просто я не собираюсь конкурировать с ними, я просто говорю по образу и подобию, вот, потому что ну, у них есть там какая-то короткая линейка камуфляжных цветов. Ну, я тоже могу сделать короткую линейку. Правда, для меня это будет дико, потому что, имея столько камуфляжных цветов, из 7-й серии во 2-ю перетащить будет вообще там не так сложно. Вот. Ну, да ладно. Вот. Просто мне и так уже больше 2000 наименований в прайсе. Вот. Некоторые говорят, как это все продавать? Ну, не знаю, как-то вот продается. Моя задача-то осветить путь, а не говорить, как по нему идти правильно. Точно. Александр, Так что... ну все, у нас уже 2 часа пролетело как на одном дыхании. Спасибо вам большое. Было очень волнительно, очень познавательно. В очередной раз говорю, сегодня не зря прожил день, узнал много интересного, нового. Надеюсь, мы еще не раз встретимся и будет много интересных материалов, а что самое главное, много продукции интересной. Вот. Всего-всего самого лучшего желаем. Ребята в чате вот тоже пишут, благодарят. Огромное спасибо за возможность общаться. Наследие левши Тула, Вячеслав Ермаков. Огромное спасибо за очень интересную содержательную встречу. Юрий Паршиков, Железногорск, спасибо большое.
Санкт-Петербург, Маргарита Михайлова, спасибо, удачи и вдохновения. Спасибо большое. Еще одно сообщение от Ювеналия Цветкова. Александр, желаем крепкого здоровья, процветания и долгих лет жизни. Так, вроде да бы... где же его взять, здоровье-то? Вот, вроде бы... Я, конечно, стараюсь, но я же не Господь. Спасибо, спасибо. Я буду стараться. Все будет хорошо. Ну так, Александр, прощаемся с телезрителями, включаю заставочку, а с вами сейчас еще немножко побеседуем. Спасибо большое всем зрителям. Еще раз, ребята, заходите на стримы, заходите к Александру на страничку «Контакт». Если есть какие-то вопросы, если есть какие-то предложения, если вас интересуют какие-то темы, о которых вы хотели бы узнать, услышать, пишите в комментарии к стриму или в личку. Найдемся. Все, всем пока, всего хорошего, до новых встреч.